Всем привет, народ! Сегодня хочу поговорить о лампах для автомобильных фар К8С. Значит, сразу тем, кто будет тут писать, ты слепишь, не слепишь. Друзья, сам терпеть не могу, когда меня слепят, и сам никогда не слеплю. Лампы эти устанавливаю сугубо в линзы, и линзы мои никого никогда не слепят. Не устанавливайте лампы в рефлекторы, это сразу будет заслепление и ослепление. Вот. Хочу их установить на место ламп из моего предыдущего обзора, который был примерно год назад. Примерно год назад я и купил данные лампы, то есть я выпустил тот обзор. И начали мне писать, что вот поставь лампе К7С или К8С, они намного лучше. Ну, это К8С какой-то апгрейд К7С, насколько я понял. А так оно, в принципе, все одинаковое. Вот, послушал я через месяц после выхода того видео, прикупил себе эти лампы. И, короче, забыл я об этих лампах, потом как-то находил, вспоминал, потом опять забывал. И вот через год я показываю эти лампы вам. Хотите верьте, хотите нет, но мы вскрываем, смотрим. Значит, что мы посмотрим? Вот видите, в комплекте у нас какая-то фенечка в автомобиле есть, прикольная. Что мы с вами посмотрим? А посмотрим мы с вами ток потребления, мощность на вот 14, допустим, вольтах. Кто-то там заморачивается, ставит стабилизаторы, но мы посмотрим с вами на 14 вольтах. Есть вот такая инструкция. Инструкция абсолютно простенькая. Вот указано вверх, как правильно лампочку устанавливать. Это уже хорошо. А то тоже ходят споры. Проводом вниз, проводом вверх. Тут на инструкции все указано. Ну и вот такая вот комплектация наших лампулек, да. Вот так выглядит драйвер. Смотрел я тоже много этих ламп в магазинах. Вот теперь уже идут К8С какие-то обновленные. Хотя там написано опять же К8С, обновление К7С. И здесь у нас на плоскости добавлены в тех лампах какие-то там SMD детальки. Поэтому я не знаю, но по всему виду это как бы похоже на оригинал. Опять же, кто сталкивался, кто знает, вот показываю все досконально. Пожалуйста, пишите, что я тут прикупил. Оригинал, не оригинал. Ну, вторая лампочка, в принципе, точно такая же. Давайте мы эту лампу с вами подключим и посмотрим, на что она способна. В принципе, по камере сейчас-то мы, конечно, не посмотрим, но хотя бы работоспособность посмотрим. Так, напоминаю, у нас... Так, что у нас с этими вольтами? Поставлю... О, 14 вольт. Так, ну и что, глаза, поехали. Вот так светит наша лампа. Я сейчас, наверное, что сделаю? Подержу, поставлю на паузу. Минут 5 я ее подержу. Включусь, и мы с вами померяем ее температуру. Вот таким вот пирометром, дешевеньким китайским, да, который у меня уже, наверное, лет 7 или 5. Купил я себе тепловизор, но он, к сожалению, пока не приехал. Все, друзья, вырубаюсь. Так, смотрим на ток. 5,3 ампера был, наверное, 5,4. Ток стремительно падает по нагреву нашей лампы. Видите, я заговорил вас и сам тоже не посмотрел. Ну, кому интересно, перемотайте видео, и там будет пусковой ток. А пока у нас 65 ватт грубо, 4,5 ампера, и ток стремительно падает. Давайте все-таки не буду я на паузу ставить, посмотрим, до каких пор упадет ток. И вот тогда я отключусь и, соответственно, подожду пару минут, пока лампа наберет свой рабочий режим и свою температуру. Просадки по напряжению, как мы видим, нет. 13,98, как у меня и стояло. А вот ток у нас просаживается. Ну, в зависимости, соответственно, от нагрева светодиода. Ну вот, более-менее что-то устаканилось, да, будем считать 4,3 ампера на сей момент и 60 ватт. Ставлю на паузу, 5 минут жду и возвращаюсь. Для вас это будет секунда. Так, ну что, прошло порядка 5 минут. У нас все, в принципе, так же, как было и до этого. 60 ватт, 4,3 ампера, ну и 14 вольт. Тут я немножко зацепил регулятор сам. Вот, ничего тут не просело и не проседало. Ну что, вырубаем лампу и меряем температуру. Померяем температуру быстренько лампочки.
Смотрим. 57. Ищем наивысшую точку. 50, от 63 градуса. 64 градуса. 66. 60, 62. 65. Ну вот, наивысшая точка у меня была 66 градусов. Что у нас по драйверу? По драйверу 50 градусов с этой стороны, а с этой стороны у нас те же 50 градусов. Так, заметил я такую вещь. Давайте, наверное, включу, да, расскажу. Будет, наверное, более подробно и понятно. Хотя и так будет, наверное, понятно. Вот, ставлю лампу так и подставляю руку. Лампа у нас разогрета. И, по идее, должен был быть эффект фена. Ну, то есть, женского фена для волос, либо строительного, да. То есть, что-то там греется и выдувает горячий воздух. Ну, вот на руку, хотите верьте, хотите нет, дует прохладный воздух. Вот реально прохладный воздух. Так, вырубаем. А теперь что? Теперь пойдем... Я установлю это все дело в машину, уже не буду показывать вам, как там что устанавливать. Максимум, если не забуду, покажу, не мешает ли вот корпус лампочки фаре, потому как в Renault Captur, по-моему, в левой фаре там проблемное место, и эта лампочка становится практически в притирку. Вот, наверное, я покажу вам все-таки эту левую фару. В Renault Captur проблемная левая фара, ну и вот так вот установлена лампочка в левую фару. То есть чувствует она себя вполне себе хорошо. К сожалению, там я просто, друзья, не могу снять. Какой зазор у нас получается. Вот давайте так вот, может быть. И то, видите, не фокусируется. Не фокусируется она туда. Короче, минимальный зазорчик есть. При всем том, что у меня до этого стояли вот эти вот лампы 360. Вот. И эти лампы немножко... У этих ламп немножко диаметр внешний больше, чем вот в этих ламп а-ля К8С. Поэтому все просто замечательно. Можете покупать такие лампочки и устанавливать. Так, ну и хочу напомнить, что я использую увеличенные крышки. Вот такие крышки диаметром 70 мм. Ссылочку, если не забуду, оставлю в описании к видео. Отлично себя показали, отлично зарекомендовали. Вот примерно сколько, около года я, наверное, с ними езжу. Все замечательно. Покажу вам СТГ, которое было у меня на лампах 360, вот которые сейчас у меня установлены, на которых я уже вот, наверное, около года езжу без проблем. Но все мы знаем, что лампы, в частности светодиоды, деградируют. И поэтому работают лампы, не работают, а их нам надо менять. Вот. Ну и, соответственно, покажу СТГшку, которая получится от данных ламп. И уже как-то можно будет что-то сравнить. Может быть, где-то еще проедусь, засниму. Хотя эти съемки телефоном, все это фигня собачья, так как телефон фокусируется под себя. И в реале получается очень красиво. То есть не в реале, а на телефоне, а в реале не совсем. Ну, попробуем. Поехали. Вот такая вот СТГ у меня была на старых лампах. Значит, машина стоит у нас примерно в 6 где-то метрах. Вот. От гаража. И теперь посмотрим К8С, новые лампы. Что же поменялось? Ну что, народ, заменил я лампочки. И вот такая СТГ у нас получается. Намного ярче, намного четче. На дороге ведет себя просто замечательно. Вот сегодня я ехал тоже, вот видите, даже видно в камеру, моросит дождик. Вот на фаре, да. И видно все достойно. Значит, тем, кто будет опять мне говорить и топить за галоген, идите лесом, я никого не засвечиваю. Опять же, данные лампы, не знаю как на камеру, абсолютно не синят. Вот какие-то синенькие блики, видите, бегают, но они вообще здесь не при делах. Свет просто белый, без всякой синевы, без всякого, как говорится, Якова. И никого я не слеплю. Давайте мы присядем даже. И вот такая картина у нас получается. Тут уже даже не дождь пошел, наверное, а снег. Вот, поэтому, ребята, в рефлектор ставить эти лампы, опять же, не рекомендую. А вот как у меня в линзы,
Renault Captur, в любой другой автомобиль, просто замечательно. Да, и не знаю я, подделка это, не подделка, но свет просто замечательный. Вот. Конечно же, уже у меня в памяти нет, как светили новые лампы 360. Это тоже надо листать мое личное видео, смотреть, сравнивать. Вот, поэтому, кому не лень, посмотрите и выберите для себя как-то то, что по душе. А этими лампами, не знаю, сколько они проработают, я целиком и полностью просто доволен. Поэтому на сей момент могу смело рекомендовать. Да, ну и с вами сейчас хочу проститься. Я уже проехал, снял кадры вот по темной улице. Тоже посмотрите, сравните. Во всех видео своих обзорах я ехал практически по одному и тому же месту, по одной и той же улице. Поэтому вам будет, так сказать, с чем сравнить. Да, и по поводу кошачьего глаза. Кошачий глаз присутствует. Не знаю, как я сфокусироваться, конечно, ну сейчас не видно, но кошачий глаз присутствует. Но плюс этих ламп в том, допустим, от ламп F3, которые у меня были самые первые на обзоре, это вот здесь перед машиной нет зоны тени от этого кошачьего глаза. Вот как-то так. Все, ребята, смотрите видео, где я катаюсь по улице темной, и смотрите, как все это дело видно. Просто замечательно. А всем пока.